Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Что делать с вросшим ногтем в домашних условиях? Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Вросший ноготь – это заболевание, которое сопровождается внедрением ногтевой пластины в мягкие ткани боковых валиков пальца. Справиться с проблемой можно консервативными средствами, либо с помощью хирурга. Если ноготь начал врастать и процесс не сопровождается нагноением, то можно провести лечение в домашних условиях. Чаще всего ноготь врастает на большом пальце ноги. Происходит это не мгновенно. Сперва у человека возникает дискомфорт и боль во время ходьбы. Затем поврежденные мягкие ткани воспаляются, становятся красного цвета, отекают. Палец со стороны вросшего ногтя увеличивается в размерах. Из ранки может выделяться светлая жидкость. Если в ткани попадает инфекция, они начинают гноиться. Такое осложнение требует врачебной помощи. Особенно опасно это состояние для людей, которые страдают сахарным диабетом или заболеваниями, приводящими к ухудшению кровоснабжения нижних конечностей. Как отрастить ноготь правильной формы? Чтобы избавиться от вросшего ногтя, нужно правильно делать педикюр. Часто именно из-за нарушения его техники край пластины начинает врастать в мягкие ткани. Срезать ноготь нужно на уровне верхушки мягких тканей. Углы ногтя не следует закруглять ножницами. Их обрезают таким образом, чтобы оставался прямой угол. Чтобы он не цеплялся за одежду, его можно слегка подпилить. Для этого используют пилочку, которой аккуратно обрабатывают край ногтя. Слишком коротко срезать ногтевую пластину не следует. Как отрастить ноготь правильной формы? Когда мягкие ткани валика располагаются высоко, а угол ногтя врастает в них, но воспаления нет, нужно осторожно отодвинуть кожу и срезать острый край пластины. Чтобы ухаживать за врастающими ногтями было проще, можно использовать аптечные средства. Ноктинорм – это бальзам, который нужно наносить на ноготь 1-2 раза в день. Урадерм – это мазь, которая содержит мочевину. Нанесение средства на ноготь позволяет размягчить его, благодаря чему срезать острый край будет легче. Ноктицимин – это средство нужно наносить только на тот участок ногтя, который врастает в мягкие ткани. Достаточно 4 дня обрабатывать проблемную зону, после чего ноги распаривают в содовом растворе и срезают вросший ноготь. Шел – это жидкость для обработки вросшего ногтя. Ее используют 2 раза в день на протяжении недели. Все перечисленные средства делают процесс ухода за ногтями проще, способствуют размягчению жестких краев пластины и их выходу из околоногтевого валика. В дальнейшем при грамотном уходе ноготь врастать в мягкие ткани не будет. Лечение воспаления. Если ноготь врос в мягкие ткани, то человек будет испытывать боль. Она всегда усиливается во время ходьбы. По этой же причине затруднена обработка ногтевой пластины. Поэтому перед человеком встает задача обезболивания пораженного участка. Особенно сильна боль, которая сопровождается отечностью и воспалением. При нажатии на мягкие ткани из-под ногтя может выделяться слизь. Если не произошло инфицирование, то жидкость будет прозрачная. Иногда в ней содержится кровь. При попадании в ранку бактерий экссудат становится гнойным. Неудивительно, что весь этот процесс сопровождается болью. Оставлять без внимания воспаление не следует. Нужно направить усилия на его устранение. В противном случае избежать осложнений не удастся. Чтобы справиться с проблемой в домашних условиях, нужно каждый день делать ванночки для ног. В них добавляют антисептические средства, например, хлоргексидин, марганцовку, фурацилин, травяные отвары, ромашку, календулу, чистотел, эвкалипт, зверобой, пион. Для приготовления отвара потребуется литр воды и 2 столовые ложки сухого сырья. После ножной ванночки ноготь станет мягче, поэтому срезать острый край будет проще.
Когда обработка будет завершена, на палец накладывают повязку с мазью или эмульсией. Хорошо, если в ее составе будет антибактериальный или антисептический компонент. Рекомендовано использовать либо синтомициновую, либо левомицетиновую мазь. Для уменьшения боли нужно применять средства, состав которых дополнен лидокаином. Воспаленные ткани валика аккуратно отодвигают лопаточкой или ватной палочкой. В образовавшееся пространство вставляют марлю, которая была предварительно пропитана антибактериальным средством. Быстро справиться с гнойным воспалением позволяет мазь Вишневского, либо левомиколь. Для лучшего эффекта марлю нужно прикладывать на ночь, а утром менять ее. Повторять обработку ногтя необходимо каждый день, до тех пор, пока воспаление полностью не будет устранено. Лечение вросшего ногтя в домашних условиях. Существует 3 действенных способа, как заставить ноготь расти, как обычно, без врастания. После того, как ноготь будет размягчен в горячей ванночке, нужно поскоблить его поверхность в среднем и боковом отделе. Это позволит сделать пластину тоньше. Затем под вросший ноготь вводят марлевый тампон, который предварительно пропитывают обеззараживающим средством. Повторять процедуру нужно до тех пор, пока ногтевой край не выровняется. Задать острому краю правильное направление роста можно с помощью пластиковой пластинки. Ее подкладывают под край ногтя, так же как и марлю. Предварительно пластинку обрабатывают спиртом или хлоргексидином. Чтобы пластинка не смещалась, ее нужно зафиксировать с помощью бинта или пластыря. Лечение вросшего ногтя. Можно скорректировать ширину ногтя, если распилить его с помощью обычной пилочки. Для этого палец распаривают, либо размягчают ноготь с использованием аптечных средств. Затем ноготь и пилочку обрабатывают спиртом. Распил делают по центру ногтя, начиная сверху и до середины ложа. Ширина распила не должна превышать 5 мм. В глубину она должна составлять 2/3 ногтя. 2 таких же борозды делают ближе к зоне поражения. По мере роста ноготь будет разворачиваться, его края приподнимутся, что позволит справиться с проблемой. Все перечисленные методы позволяют не только предупредить дальнейшее травмирование мягких тканей, но и устранить воспаление. Самостоятельное лечение вросшего ногтя возможно в том случае, если нарушение только начало развиваться. Если проблема существует долгое время, то нужно обращаться за врачебной помощью. В противном случае повышается угроза воспаления. Автор статьи – Волков Дмитрий Сергеевич, врач-хирург, флеболог. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.